Короткое разговорное слово «зря» в русском языке используется для обозначения неправильности или бесполезности каких-либо действий. Но как сказать «зря» на английском, тут могут возникнуть трудности, так как это слово нельзя перевести дословно на английский язык. Однако ту же самую идею напрасно, бесцельно можно выразить на английском несколькими способами, и мы сегодня посмотрим 3-4 different ways, 4 разных способа сказать «зря» на английском языке. You ready? Let's get started. Если вы тут первый раз, my name is Jerry, и мы тут учим разговорный английский. Подписывайтесь, вам будет полезно. So the first way to say «зря» in English мы довольно часто используем комбинацию, the combination for nothing. Дословно получается «для ничего», something like that, но просто означает «зря» или напрасно было сделано что-то. Например, all our preparations were for nothing because the event was cancelled. То есть все наши приготовления или подготовка была зря, напрасно, так как мероприятие было отменено. It was cancelled, поэтому все было напрасно. It was all for nothing. То есть все было сделано для ничего, то есть напрасно. And the second example, we went all that way for nothing. То есть мы проделали весь этот путь впустую, напрасно, то есть все было сделано зря. So, мы тут видим the phrase for nothing, что означает все было сделано напрасно. Как обычно, как вы помните, я люблю показать вам примеры в реальном контексте, in real context, потому что это очень важно видеть, как фразы используются в контексте, how these phrases are used in context. Поэтому посмотрим, как обычно, в фильме, in movie. Обычно послушаем сначала, а затем я объясню. Let's listen. My mom already died for nothing. My mom already died for nothing. Моя мама уже умерла напрасно, то есть зря. Она умерла зря, напрасно. Мы тут видим, как маленькая девочка, то есть злится и говорит, my mom already died for nothing. Еще один пример. All my efforts have been for nothing. All my efforts have been for nothing. Все мои усилия, все, что я пытался делать, были напрасны. All my efforts were be for nothing. То есть все было сделано зря, безрезультативно. One more example for today. All that work for nothing. All that work for nothing. Видно, как ей грустно. All that work, вся эта работа напрасно. All that work for nothing. Как мы видим, we pretty often use the phrase, довольно часто используем фразу for nothing со значением зря, напрасно, безрезультативно были сделаны какие-то действия. Now let's go to the second phrase. And the second phrase это у нас in vain. Вот in vain можно легко заменить фразу for nothing с in vain. То есть, по факту, they mean literally the same thing. То есть, напрасно было сделано for nothing или in vain. Например, я напрасно пытался изменить ситуацию. То есть, что-то там идет не так. Я напрасно пытался, старался, ничего не получилось. Все напрасно. I could say, I tried in vain to change the situation. То есть, я напрасно пытался изменить ситуацию. В том смысле, что все было зря. Или друг хочет принимать решение, мы считаем, что это нехорошее решение, мы тщетно пытались заставить его передумать. Но напрасно не получилось. I could say, we tried in vain to make him change his mind. We tried in vain. То есть, когда без результата напрасно было сделано, we can say, we tried for nothing, или we tried in vain. Two phrases. Now let's see some examples. Посмотрим несколько примеров в фильмах. Послушаем. He'll die in vain if we don't accomplish our mission. He'll die in vain if we don't accomplish a mission. He will die in vain. То есть он умрет напрасно, если мы не выполним нашу миссию. He'll die in vain. The second example. Вы помните эту сцену в фильме «Властелин колец», когда все думали, что Гандальф уже умер. Не знали, что он все еще жив, то есть он не умер. Вот говорит ему тут. Gandalf's death was not in vain.
Gandalf's death was not in vain. То есть смерть Гандальфа была не напрасна. His death was not in vain. Let's see one more example. Have waited in vain. You have waited in vain. You have waited. Ты все это время зря ждал. Зря вы ждали. То есть напрасно ждали. То есть вы не получите то, чего вы ждали тут. You have waited in vain. So as we see, как мы видим, the phrase, we can say for nothing. Зря в английском можем легко сказать for nothing. Можем также легко сказать in vain. Но еще есть вариант. Третий вариант. Это очень важно, когда речь идет именно о деньгах или о времени. About time and money. Есть у нас конкретный specific verb, конкретный глагол, когда мы говорим о деньгах, about money or about time. We pretty often use the word waste. Waste дословно в этом контексте получается впустую, когда мы тратили время впустую или тратили деньги впустую. We often say waste. Вы помните глагол spend? Spend – это тратить. Waste – это также тратить, но в чем отличие? Spend – это просто тратить, то есть без негативного оттенка. А вот waste – это иметь негативный оттенок, то есть тратить впустую. Например, don't waste your money on silly things. Не тратить твои деньги зря на глупости или не тратить твои деньги впустую. To waste your money означает to spend in a very useless way, in a very reckless way. The second example, stop wasting your time. Перестаньте тратить время впустую, то есть зря тратить время. We need to finish this project on time. Нам нужно успеть вовремя выполнить проект, то есть закончить проект. Stop wasting your time. Если дословно получается, не тратите свое время впустую, что означает не тратите время зря. Something like that. So we can say for nothing, в общем, или in vain. And когда речь идет именно о деньгах, about money and about time, we pretty often say waste. Как обычно на примере, let's listen. You drag me here. Waste my time like this. You drag me here. Ты меня притащил сюда. Waste my time like this. И тратишь мое время так впустую. Waste my time like this. The second example. No, I can't afford to waste money, no. No, I can't afford to waste money. Это британский акцент. I can't afford to waste money. То есть я не могу себе позволить тратить деньги впустую или тратить деньги зря, если дословно. So I cannot afford to waste money. Я не могу себе позволить. Вот cannot afford означает не могу позволить. Afford – это позволить. So I cannot afford, не могу себе позволить to waste money, тратить деньги впустую. Do you waste money? Do you like wasting time and money? Okay. So, как мы видим, когда речь идет, when we're talking about money and time, we pretty often use the word waste. Waste time and waste money. И третий очень важный способ выразить, то есть сказать зря в английском, это конструкция should have. Тут очень важно. Should мы все знаем, как следует или следовать, что-то делать. Когда мы даем рекомендацию, например, тебе следует к врачу сходить, you should see a doctor, или тебе следует читать побольше, you should read more, и тебе следует отдыхать, you should rest a bit. Вот, но should have, когда мы говорим you should have, и очень важно, после should have, третий глагол является смысловым глаголом и должен быть в третьей форме. Например, I shouldn't have said. Said, to say, это третья форма глагол say. То есть нам нужно should have, и смысловой глагол должен иметь третья форма. Should be the third form. И что означает should have? Если дословно should have означает следовало бы, отрицание shouldn't have уже означает не следовало бы. Еще очень важное произношение л. Буква Л не считается. Мы не говорим should, просто should. Вот. Should have означает следовало бы. Shouldn't have не следовало бы. Например, I shouldn't have said that. То есть, мне не следовало бы это сказать.
по факту означает «зря я это сказал». Если вы понимаете, то есть «зря я это сказал» означает «мне не следовало бы это сказать». Generally, потому что слово «зря» придает негативный оттенок, поэтому у нас отрицание. Не следовало бы так делать. Зря я так сделал. The second example, I shouldn't have come with you. Получается, мне не надо было с тобой пошел туда. То есть, зря я с тобой пошел. I shouldn't have come. Тут уже смысловой глагол, это у нас пойти. И глагол come в третьей форме, the third form. I shouldn't have come with you. И третий, you shouldn't have called her. То есть тебе не надо было ей позвонить. То есть зря ты ей позвонил. You shouldn't have called her. Как мы видим, shouldn't have дословно получается не надо, не следовало бы так поступить, что по факту означает зря ты так поступил. Как обычно, смотрим примеры. The first example. You shouldn't have done that. You shouldn't have done that. То есть тебе не следовало бы этого сделать. You shouldn't have done that. По факту зря ты это сделал. Зря. You shouldn't have done that. The second example. I know I shouldn't have talked to him. I know I shouldn't have talked to him. Я знаю, что мне не следовало поговорить или разговаривать с ним. Мне не следовало, то есть зря я с ним разговаривал. I shouldn't have talked to him. Как мы видим, глагол talk в третьей форме. Talked. One more example for today. I shouldn't have said that. I shouldn't have said that. I shouldn't have said that. То есть мне не следовало было это сказать. То есть зря я это сказал. So as we see here, как мы видим, когда мы хотим выразить, то есть сказать зря in English, we can say for nothing, we can say in vain. Если речь идет о деньгах или времени, we pretty often say waste. Еще есть shouldn't have, что по факту означает не следовало что-то делать, что по факту означает зря я это сделал. Теперь для вас задание. Я бы хотел, чтобы вы написали ваш ответ в комментарии. Как вы бы сказали? Зря я купил эти джинсы. Они очень низкого качества. Нужно тут использовать shouldn't have. А второе предложение. Мы все пришли сюда напрасно. То есть зря мы пришли сюда. Вечеринка уже закончилась. Тут я бы хотел, чтобы вы использовали in vain или for nothing. Ваши примеры и предложения напишите в комментарии. И, кстати, если вы еще пытаетесь зубрить фразовые глаголы и никак не получается, у меня есть для вас лайфхак, как эффективно, как носитель, учить фразовые глаголы. Я уже записал отдельный урок. Урок будет тут и также в описании. Посмотрите, подписывайтесь, поставьте лайк. Увидимся в следующем уроке. Bye for now.